Туманная прогулка на плотине. Исчезновение семьи в Ниагаре. Все начиналось необычайно спокойно, как будто сама природа затеяла идеальную ловушку. Был туманный вечер в середине ноября 1982 года, когда семья Картер отправилась на привычную прогулку вдоль старой плотины в американской части Ниагарского водопада. Семья состояла из 5 человек: супруги Том и Мэри Картер, их 2 детей Джейк и Сара и бабушка Рут. Они оставили свой синий минивэн на стоянке у входа, заперли двери и взяли с собой лишь фотоаппарат и пару термосов с горячим шоколадом. Легкая вуаль тумана скрывала поверхность воды, а слабый свет фонарей едва пробивал сырой воздух. Позже, к 9 часам вечера, местный охранник заметил, что их машина все еще стоит у входа, а ворота к плотине были приоткрыты. Он пошел вдоль тропы, но нигде не увидел ни следов, ни вещей, ни признаков пребывания людей. Лишь на самой кромке, у воды, лежала шерстяная шапка, которую родственники позже опознали как вещь Сары. Полиция приехала почти сразу, они оцепили берег, но ни фонарей, ни поисковых собак не хватило, чтобы хоть что-то найти. Весь туман той ночью был словно стена, которую нельзя было пробить ни светом, ни шумом. Эксперты прочесали оба берега реки на протяжении нескольких миль, привлекли дайверов, но абсолютно никаких улик не нашлось. Не было ни сломанных веток, ни следов борьбы, ни даже остатка еды или личных вещей, кроме той единственной шапки. Позднее, анализируя пленку в фотоаппарате, полицейские увидели только обычные семейные снимки. Улыбающиеся лица на фоне плотины, кадры туманной глади воды и ни единого намека на опасность. Медицинский дрон, поднятый для поиска с неба, не зафиксировал никаких человеческих фигур. В течение последующей недели было опрошено более 50 свидетелей, но никто не видел семью Картер после 6 часов вечера. Ни одна камера в радиусе пары миль не зафиксировала их перемещений. Даже охотники, находившиеся на другой стороне водохранилища, утверждали, что не слышали ни крика, ни всплеска воды. Казалось, что во влажном молчании вечера вся семья просто растворилась, оставив загадки и пугающую пустоту на берегу. Когда последняя надежда найти следы исчезнувших начала угасать, сыщики вспомнили другой случай, связанный с непредсказуемой природой исчезновений у воды. Только на сей раз речь шла не о семье, а о целой экспедиции, которая исчезла в дикой глуши у озера, название которого с тех пор стало символом тайны. Пропавшая экспедиция на озере Ангелов. История экспедиции у озера Ангелов началась в начале июня 1957 когда группа из 7 исследователей отправилась в одно из самых труднодоступных мест в северной части штата Вашингтон. Их целью было документировать редкие виды рыб и растений, а также проверить слухи о необычных геологических образованиях. Команда включала 3 биологов, водителя-дорожника по имени Эрл Митчелл, фотографа, а также 2 местных проводников-индианцев племени Клалам. Для похода они подготовили 2 алюминиевых каноэ, запас провизии на 2 недели и современное оборудование, включая рации, генератор и фотоаппаратуру. В последний раз их видели на небольшом пристанище у восточного берега озера, где группа делала остановку для обеда. Местный егерь, который заходил проверить свои снасти, отметил аккуратно уложенные палатки, костер с еще теплым углем и свежие следы ботинок вдоль линии берега. По его рассказу, атмосфера в лагере была оживленной, все выглядели бодрыми и спокойными. Через 3 дня после этого, когда команда связи не вышла на контакт, в лагерь прибыли спасатели. На месте их ждал сюрприз. Стояли 2 каноэ, аккуратно привязанные к дереву, палатки не были повреждены, еда оставалась на месте, а в радиоприемнике не было никаких следов поломки. Блокноты с записями и заснятые пленки лежали нетронутыми. Однако ни следа людей не нашлось. На песчаном берегу чередовались пятна сухого и влажного песка, будто кто-то недавно прошелся, а потом исчез в тени хвойных деревьев. Один из проводников оставил дневник, в котором упоминалась странная густая дымка, спустившаяся на воду во время рассвета, и мягкие ритмичные звуки, похожие на удары камней друг от друга. Собака-ищейка, включенная в поиски, потеряла след прямо у тропы, ведущей от лагеря к озеру. Ни на воде, ни среди валунов не удалось найти заметок о трагедии или борьбы. Внутри палаток были аккуратно сложены спальные мешки и личные вещи. Позже анализаторы выявили в почве высокое содержание редких минералов, которые не встречались в окрестностях. Почти 2 недели спасатели обследовали берега, осматривали пещеры и овраги, прослушивали эхолокацию вокруг озера, но все тщетно. Вскоре слухи об исчезновении экспедиции распространились среди местных, и в поселке стали говорить о старых легендах, связанных с озером. Еще столетия назад индейцы считали этот водоем местом появления странной туманной оболочки, откуда можно было не вернуться. Так исчезновение на озере Ангелов навсегда осталось загадкой, а вещами экспедиции со временем пополнили маленький музей в ближайшем городке. Однако почти 15 лет спустя журналисты связали этот случай с еще одной таинственной историей, связанной с неожиданным исчезновением большого транспортного средства прямо в ясный солнечный день, в самом сердце Флориды.
Гром среди ясного неба. История исчезнувшего рейса во Флориде. В солнечное утро 12 октября 1975 года все начиналось без намека на тревогу. Пассажирский самолет Douglas DC-3 компании Sunbird Airlines готовился к короткому рейсу между Орландо и Тампой. На борту находились 26 человек, 22 пассажира и 4 членов экипажа, включая опытного пилота Грега Тейлора. Вылет состоялся по расписанию из аэропорта Херндон, экипаж передал стандартный доклад диспетчерам и взял курс на запад. Погода была почти идеальной. Ни единого облака, легкий ветерок, видимость более 30 миль. Через 25 минут после взлета самолет проходил над болотами Эверглейдс, когда внезапно перестал выходить на связь. Диспетчер несколько раз попытался получить отклик, но в эфире оставалась только тишина. На радарах борт исчез, словно вычеркнули его цифровым ластиком. До этого было четкое отображение, а следующая отметка уже отсутствовала. Никаких экстренных сигналов, резких маневров или сообщений о технических проблемах зафиксировано не было. Спасательные группы были собраны за считанные часы. Из Тампы, Майами и Орландо отправились вертолеты и малые самолеты для воздушного осмотра. Через несколько часов поиски расширили на сотни квадратных миль болотистой местности. С воздуха пилоты отчетливо видели следы старых пожарных дорог, отдельные лодки, но никаких обломков. Пятен разлитого топлива или следов крушения никто не обнаружил. Радиолюбители прослушивали частоты рейса, надеясь поймать хотя бы отголоски переговоров, но не нашли ничего. На земле группы добровольцев вместе с местными шерифами прочесывали болото, используя лодки на воздушных подушках и длинные шесты. Ни одна часть корпуса, ни кресло, ни багаж не всплывали даже спустя несколько дней. Экологи и спасатели отмечали, что болота Эверглейдс часто хранят опасные сюрпризы, но исчезновение самолета размером почти в 70 футов без следа казалось невозможным. Для проверки гипотезы о возможном падении в воды были привлечены гидролокаторы и военные подводные дроны. Однако приборы не обнаружили ни искажений, ни металлических объектов на дне крупнейших протоков. За несколько месяцев поисков не только родственники, но и журналисты и даже пилоты других компаний продолжали присылать сообщения о возможных странных огнях и тенях в районе исчезновения, но ни одна из версий не нашла подтверждения. Документы рейса, личные вещи экипажа и даже зарегистрированные посылки, которые должны были быть на борту, не всплыли ни в одном аэропорту. Страховые компании выплатили компенсации семьям, но в архивах ФБР дело до сих пор числится как пропавшие без вести в воздушном пространстве. На годовщину исчезновения на линии между Орландо и Тампой установили памятный знак, а на местных радиостанциях до сих пор можно услышать рассказы о странном затишье и молчании, прерванном только громом среди ясного неба. После этого загадочного происшествия стали поступать сообщения и о других исчезновениях. Только уже среди зимних равнин, где единственные свидетели — следы на снегу, которые вдруг обрываются в пустоте, словно природа сама прячет свою тайну под белым одеялом. Следы на снегу, ведущие в никуда. Тайна Дятлова. Суровая уральская зима 1959 года. 9 студентов и выпускников Политехнического института отправляются в лыжный поход по Северному Уралу. Руководит группой Игорь Дятлов. В составе есть опытные туристы, инженеры, спортсмены. Их маршрут пролегает через горы и долины в поисках новых приключений. В начале февраля, после долгого подъема, группа разбивает лагерь на безлесом склоне горы Халатчахаль, известной у местных Манси как Гора мертвецов. Ночью снег начинает усиливаться, температура падает к минус 30 по Фаренгейту. Через 3 суток спасатели находят покинутую палатку, разрезанную изнутри. Вещи, еда, обувь остались на месте, а из-под нависшего снега торчат только спальные мешки. Вокруг ни единого голоса, ни одного костра. На снегу видны следы босых и полубосых ног, ведущие вниз к лесу, а затем исчезающие в чистом поле. Поисковики встречают 2 тела у опушки леса, еще 3 находят чуть дальше по склону, а остальных через 2 месяца во враге под толстым слоем снега. На телах странные травмы, переломы ребер, внутренняя кровопотеря, но без внешних ран, а у некоторых отсутствуют языки и губы. Одежда словно была снята в спешке и надета поверх друга. Погрузившись в исследования, эксперты обнаруживают повышенный уровень радиации на некоторых вещах. Прибывшие военные забирают найденные дневники и пленки, оставляя только обрывочные записи о сильном ветре и необычном свете на горизонте. Первыми свидетелями становятся местные охотники, которые говорят о резком порыве ледяного ветра и ослепительном сиянии в ночь исчезновения. Все следы обрываются внезапно. Ни волчьих лап, ни следов борьбы. Только ровные отпечатки ног, исчезающие среди заснеженных камней. Лес был молчалив. Никто не услышал крика, а звери обошли это место стороной. Фотоаппараты группы содержат несколько неясных кадров. Размазанные световые полосы, блеклый силуэт среди деревьев. Дело Дятлова до сих пор официально закрыто как несчастный случай, а гора остается притчей среди туристов и уральских жителей.
И хотя документальные материалы так и не пролили свет на все детали происшествия, история следов, ведущих в никуда, пополнила список самых мистических исчезновений, заставив людей в очередной раз задуматься о загадках, скрытых под снегом. Но снег не единственный молчаливый свидетель в подобных историях. Иногда тайна может затаиться на далеком острове среди руин и теней ушедших цивилизаций, где исчезновение оставляет за собой только шепот ветра и странные отметины на старых камнях. Загадка исчезновения девушки на острове Роанок. Остров Роанок у побережья Северной Каролины на первый взгляд кажется тихим и безмятежным. Однако именно там развернулась загадочная история исчезновения, о которой до сих пор спорят историки и любители паранормального. Все началось летом 1601 года, когда молодая девушка по имени Элисон Дейн, прибывшая из Плимута с группой переселенцев, стала одной из тех, кто решил остаться после ухода английских колонистов. Местные жители отмечали, что Элисон выделялась среди других. Она хорошо ладила с индейцами Кроатон, могла разжигать костер с помощью старинной линзы и, по словам соседей, часто исчезала в чащах острова по ночам. Днем 14 августа Элисон отправилась на южную часть острова собирать ягоды. С ней пошли две подруги, однако Элисон вскоре отделилась, увлекшись поисками дикой малины. Через несколько часов тревожные крики привлекли внимание местных охотников. На месте осталась только корзина с ягодами, а рядом странные следы, напоминающие отпечатки босых ног разного размера. Один из следов вел к старым камням на окраине руин, где некогда стояли дома первых поселенцев. Поиски девушки продолжались 3 суток. Первая ночь прошла в проливном дожде, а когда рассвело, на зарослях ежевики нашли небольшой лоскут ткани, позже опознанный матерью Элисон по вышитой букве «И». Индейцы, помогавшие в поисках, уверяли, что ночью видели в лесу странное свечение, а вдоль тропы нашли ветки, выложенные в форме спирали. Деревенский сторож рассказывал о странных стонах, доносившихся из центра острова в ту же ночь. Собаки теряли след прямо у поломанного основания старой сторожевой башни. Охотники обследовали пещеры и прибрежные скалы, но больше ни одной зацепки не появилось. Еда, вода и личные вещи Элисон остались в целости в ее маленьком домике. После ее исчезновения на камнях у места последней находки появилась вырезанная надпись «Кроатуан», которую никто не замечал раньше. Расследование длилось несколько дней, но ни коронер, ни приглашенные из соседней деревни служители не смогли объяснить, куда и как могла исчезнуть девушка с открытого острова, окруженного водой. Потом в поселке еще долго говорили о тенях среди развалин и странных эхо, будто кто-то шепчет имена в ночи. История Элисон затерялась среди других исчезновений Роанока, но именно она стала основой для множества последующих рассказов о мистических исчезновениях на отдаленных островах. И пока жители пытались забыть эту странную историю, жизнь на материке продолжалась, а новые загадки поджидали путников уже на пустынных дорогах Запада, где дальнобойщики сталкивались с не менее необъяснимыми встречами. Таинственная встреча на трассе. Рассказ дальнобойщика из Техаса. После того, как загадочные события на острове Роанок переместились в разряд легенд, внимание любителей мистики привлекла свежая история, случившаяся на просторах Техаса. Этот случай прогремел по всей стране после того, как опытный дальнобойщик Бен Харрис рассказал о своем столкновении с необъяснимым исчезновением на пустой трассе недалеко от городка Марфа. 6 марта 2005 года, около 2 часов ночи, грузовик Харриса грузом запчастей двигался по дороге номер 90 под мелким дождем. Видимость была отличная, никаких других машин на многие мили вокруг. Бен отметил в журнале дорожный пост у маленькой заправки и, построив маршрут до ближайшей стоянки, включил радиоприемник на любимую частоту дальнобойщиков. Через несколько минут он увидел на обочине мужчину, одетого в темную куртку и джинсы, который вытягивал руку в надежде на попутку. Сначала Харрис хотел проехать мимо, но что-то в поведении незнакомца показалось ему очень знакомым. Он затормозил, открыл боковое окно и предложил подвезти. Мужчина быстро сел в кабину, представился как Томас и попросил довезти его до мотеля в 40 милях к западу. В кабине стояла странная тишина. Томас почти не говорил, а его лицо скрывал капюшон. Проехав около 15 миль, Харрис заметил, что часы на приборной панели внезапно начали мигать, а фары грузовика сами по себе приглушились. На дороге повисла легкая дымка, будто вдруг поднялся пар из ниоткуда. В следующую секунду незнакомец, сидевший рядом, исчез прямо на глазах Бена, не оставив ни следа, ни звука, ни даже отпечатков на сиденье. Резко остановив грузовик, Харрис вышел наружу, обошел машину с фонариком, но поблизости не было ни человека, ни свежих следов на мокром асфальте. Через 5 минут после произошедшего он заметил странное дрожание в руках, а из динамика радио раздался неразборчивый голос, повторяющий одно и то же слово «Вернись». Ближайшая заправка подтвердила, что по трассе недавно проходила только одна машина, его собственная.
Позже на камерах наблюдения мотеля, в который якобы направлялся Томас, не было замечено ни одного постояльца под этим именем. Журналисты из местной газеты нашли еще двоих дальнобойщиков, которые в ту же ночь заметили светящийся силуэт в тех же краях. Но никто не смог дать логического объяснения увиденному. Местные жители давно рассказывали о странных огнях, которые появляются над шоссе по ночам, и связывали эти явления с призрачными путниками Марфы. В итоге рассказ Бена Харриса попал в полицейские отчеты и стал одной из самых обсуждаемых историй среди водителей на всем Юго-Западе. А когда спустя месяц на этом же участке исчезла еще одна машина, история только прибавила пугающих подробностей к списку загадочных исчезновений, уводящих с привычных дорог в совершенно иную реальность. Но самой необычной частью этой череды событий стала вспышка света, после которой подростки из национального парка пропали, будто растворившись в прозрачном воздухе. Вспышка света и тишина. Исчезновение подростков в национальном парке. В 11-й день июля 2010 года в национальном парке Йеллоустон на западном побережье США трое подростков — Джейсон Миллер, Эми Грин и Зак О'Нил — отправились в поход по популярной тропе к Гейзерной долине. Примерно в 12 часов дня их зафиксировала камера у входа в северный сектор. Ребята несли рюкзаки, шутили и делали селфи на свои телефоны, а одна из камер на парковке позже записала номер машины, на которой они приехали. Родители подростков утверждали, что маршрут и возвращение было согласовано прямо до минуты, и друзья знали, как пользоваться картой и навигатором. Один из них увлекался походами, второй занимался видеоблогами о природе. Последний сигнал телефона поступил примерно в 2 часа дня. Джейсон отправил фото гейзера группе друзей. Через 15 минут камера наблюдения на отдаленной станции экстренной связи запечатлела вспышку яркого синего света, который длился всего несколько секунд. Именно в этот момент датчики движения на ближайшем участке тропы фиксировали странное исчезновение сигнала. Ни одного перемещения, ни даже следа движения зверей в радиусе полумили не было замечено. К вечеру родители, не дождавшись звонка, вызвали рейнджеров. Уже через 3 часа отряд из 8 человек вместе с поисковой собакой, оснащенной специальным GPS-ошейником, прошел по свежим следам к последней точке связи. Указатели и отметки показывали, что подростки не удалились от тропы дальше, чем на четверть мили. На месте пропажи были найдены 3 пластиковых бутылки с водой и батончик мюсли, лежащий прямо посреди тропы. Следов борьбы, одежды, крови или личных вещей больше найдено не было. В ту же ночь поиски продолжались с использованием тепловизоров, но приборы зафиксировали лишь незначительные пятна тепла от мелких животных и ничего похожего на человеческое присутствие. 2 независимых свидетеля внизу долины заявили, что примерно в то же время заметили яркую вспышку, а после нее почувствовали кратковременную звуковую волну, будто остался короткий гул, а затем наступила абсолютная тишина. Один из рейнджеров позже утверждал, что аналогичный свет он видел лишь во время сильнейших электромагнитных бурь, но в тот день ни одной грозы в радиусе 100 миль зафиксировано не было. На рассвете полиция перекрыла участок тропы и провела тщательный обыск вплоть до ущелья. Однако ни одежды, ни рюкзаков, ни следов обуви на мягкой почве не нашли. Даже отпечатки подошв, зафиксированные утром уже исчезли после вспышки, словно кто-то стер их, а камера наблюдения, снявшая вспышку, записью почему-то не сохранилась. На пленке остался только белый шум. Протоколы рейнджеров, спутниковые снимки и показания экспертов по безопасности указывали лишь на одну вещь. За всю историю парка не было случая, когда группа людей могла исчезнуть вот так, на идеально просматриваемом участке в ясный день и без намека на борьбу или побег. К поискам подключили добровольцев, собаку-ищейку и даже вертолет с инфракрасными камерами, но с каждым днем шансов найти хоть малейшую улику становилось меньше. Уже через 2 недели расследование законсервировали, а друзья и семьи исчезнувших до сих пор возвращаются на это место, чтобы попытаться понять, что могло произойти в то короткое мгновение, когда вспышка света и мгновенная тишина на тропе стали финальной главой в истории еще одного из самых необъяснимых исчезновений, навсегда оставшегося в хрониках загадок национальных парков Америки.